Приветствую, друзья! Если вам интересна тематика станков для механической обработки металла, то данный ролик вам точно понравится. А поговорим сегодня о необычных самодельных настольных токарных станков, сделанные с особой аккуратностью и точностью. А начнем с самого простого по виду, но не по изготовлению. И хоть автор данного станка неизвестен, видно отчетливо, что доступ к литейному производству у него было, так как все опоры сделаны из чугуна. Все крепежи и материалы инвентаря британские, что намекает на его родословность. Передняя бабка представляет собой две опорные плиты, в которых на шарикоподшипниках установлен шпиндель. Эти же плиты являются и опорами для направляющих круглого сечения. С противоположного конца станка находится еще одна плита, в которой закреплены направляющие. Также с правой стороны можно заметить довольно массивную заднюю бабку, опирающуюся на плиты того же сечения. Отдельного внимания заслуживает поперечная подача, на изготовление которой у автора скорее всего ушло больше всего сил и времени. Это массивный цельный блок, в котором направляющие и подачи выполнены в виде Т-паза. Конечно же, во всей этой конструкции есть много спорных моментов, однако не стоит забывать, что все сделано с максимальным упрощением процесса изготовления и сохранения жесткости станка. А вот еще один станок, об авторе котором ничего не известно. Однако, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, у передней бабки станка есть механизм обратного зацепления. Да и в целом при осмотре складывается ощущение, что нет ничего лишнего. Все детали сделаны и подогнаны на высшем уровне. Хоть и присутствуют на продольной подаче столь ненавистные мне плоские направляющие. У станка есть даже малая продольная, перемещение которой осуществляется по направляющей формы ласточкин хвост, как собственно и поперечная подача. Рукоятка винта продольной подачи, как у большинства станков такого рода, находится на правом торце станка сзади. Задняя бабка имеет литой чугунный корпус и фиксируется гайкой снизу. Все это создает не совсем удобные условия для работы на станке, однако напоминаю, что станок самодельный. Шпиндель передней бабки вращается на подшипниках скольжения, и для облегчения данного процесса в корпусе бабки установлены медные или латунные втулки, что намекает на высокоточность обработки. Невероятно, но данный станок был изготовлен неизвестно кем в 40-х годах и действительно поражает необычными конструктивными решениями. Возможно, более подходящее название для станка не самодельный, а сделанный в ночную смену, когда начальник не смотрел. Но несмотря на это, учитывая использование деталей высокого стандарта, а также отверстия для болтов с потайной головкой, конструктор был довольно талантливым. Станина состоит из цельного куска металла, в верхней части которой находится плоская направляющая с V-образными боковыми вырезами, по форме напоминающие соединение ласточкин хвост. Посередине направляющей был предусмотрен Т-паз для крепления задней бабки. Он не во всю длину, однако центры передней и задней бабок соприкасались. По обе стороны Т-паза были профрезерованы две V-образные канавки, предназначенные для выравнивания задней бабки. Весьма необычным решением, что отличает данный станок от других, является так называемый двойной фартук, имеющий вид конструкции, соединяющей переднюю и заднюю часть седла, образуя своеобразный мостик под станиной. Такая конструкция обеспечивала наибольшую жесткость. В центре моста находился рычаг сцепления зажимной гайки ходового винта, а для удобной и быстрой разблокировки спереди находилась специальная кнопка. У передней бабки станка, кроме шестеренчатой гитары, предназначенной для нарезания резьб, был и реверсивный механизм. Перемещение каретки осуществлялось по зубчатой рейке. Поперечная и малая продольная подача двигались по ласточкину хвосту. Малая продольная подача крепилась к скользящей опоры передней подачи с возможностью поворота вокруг вертикальной оси на 360 градусов, а для точного позиционирования существовала шкала. Вот такие станочки умельцы делали своими руками. Ну а у меня на этом все. Всем пока.